Добро пожаловать на канал. Предлагаемую задачу можно найти на сайте problems.ru, где, однако, содержится два округления, с моей точки зрения, неоправданных. Во-первых, по моим сведениям, задача предлагалась на одной из московских олимпиад не позже середины 60-х годов прошлого века, о чем красноречиво свидетельствует задачника, выпущенный в то время, благодаря одному из которых с 1966 года выпуска заявитель всего, не будучи ясновидцем, смог ознакомиться с ней еще в школьные годы, задолго до рождения тех школьников, которым, согласно информации вышеуказанного сайта, впервые была предложена эта задача в 2000 году. И если для наших далеких потомков 2000 год, возможно, будет неотличим от 1960-х, то в наше время это все-таки существенная разница. Другое округление связано с состоянием между мостами, которые вы видите на карте. Google, Apple и Яндекс единодушны во мнении о том, что это расстояние составляет 1 километр 300 метров, тогда как вышеупомянутый сайт округляет его до 2 километров, вопреки всем разумным правилам округления. Надеюсь, для упрощения решения мне разрешается округлить это расстояние до 1,5 километров. Итак, задача. Пловец плывет против течения Невы. Возле Республиканского моста он роняет пустую флягу. Проплыв еще 15 минут против течения, он замечает потерю и возвращается догонять флягу, догнав ее у моста лейтенанта Шмидта. Определить скорость течения Невы, приняв расстояние между мостами, равным 1,5 километра. Могут возникнуть вопросы. Разрешено ли так запросто плыть по Неве? Не напугает ли оброненная фляга пешеходов, способных принять ее за взрывоопасный предмет? Но когда я впервые прочел эту задачу, у меня возник совсем другой вопрос. А достаточно ли данных для решения? Ведь у нас две неизвестные величины – скорость пловца и скорость течения реки, тогда как данных задачи хватит лишь для одного уравнения. Правда, скорость пловца найти не требуется, и если она каким-то образом самоустранится, это будет весьма кстати. На самом деле, как вы, наверное, успели прочесть, уравнение составлять вовсе не обязательно, и задачу можно решить арифметически в уме. Но об этом несколько позже. А вначале рассмотрим стандартный подход, возникающий сразу по прочтении этой задачи. Итак, река Нева, текущая, как известно, с востока на запад. Точка А. Республиканский, он же Дворцовый мост, где пловец роняет флягу, которая, обретя неожиданную свободу, устремляется в сторону Финского залива. Пловец, между тем, как ни в чем не бывало, продолжает плыть против течения в течение 15 минут до точки Б, где он обнаруживает потерю и, не теряя ни доли секунды, поворачивает вдогонку за свободолюбивой флягой. И, наконец, точка С. Мост лейтенанта Шмидта, он же Благовещенский, стоящий от Дворцового моста на 1,5 километра. В этом месте, как и положено в завершении трейлера, фляга оказывается в цепких руках пловца. Попробуйте решить самостоятельно. Итак, У – собственная скорость пловца или скорость пловца в стоячей воде. В – скорость течения реки, вычитаемые собственной скорости пловца при движении против течения и добавляемые к этой скорости при движении по течению. В условии говорится, что фляга пустая. Это значит, что она не тонет в воде. Кроме того, плескание воды в фляге могло бы создать помехи ее движению, однако отсутствие воды значит отсутствие помех. Поскольку о ветре ничего не говорится, будем предполагать полный штиль. Также будем предполагать, что отсутствует просказывание и трение фляги о поверхность воды. Единственное, чем нельзя пренебречь, это течение реки, поскольку именно течение реки двигает флягу, не обладающую собственной скоростью. Таким образом, скорость фляги можно принять равной скорости течения реки. Это дает возможность узнать время фляги ТФ, в течение которого фляга была на свободе.
ТФ равно расстоянию между мостами, деленному на скорость течения реки. Чтобы избавиться от дроби в числителе, я умножу числитель и знаменатель на 2. За это время пловец сначала плыл против течения от А до Б, а затем по течению от Б до С. Время от А до Б нам известно, оно равно 15 минутам. Поскольку скорость мы хотим получить не в километрах в минуту, а в километрах в час, время в минутах следует перевести в часы, разделив на 60. Таким образом получаем, что время против течения равно 1/4 часа. Теперь найдем время пловца в обратную сторону. В этом направлении пловец плыл по течению, поэтому время равно расстоянию BC, деленному на скорость пловца по течению. Представим расстояние BC в виде суммы расстояний от С и АБ. Расстояние от С нам известно, оно равно 1,5 километра. Расстояние АБ пловец проплыл против течения за четверть часа. Таким образом, оно равно произведению 1/4 на скорость пловца против течения. И снова избавляемся от дробей в числителе, умножив числитель и знаменатель на 4. Теперь можно записать, что общее время пловца равно времени фляги, что дает нам следующее элегантное уравнение. Переместим его наверх, освободив тем самым место для его решения. Итак, общий знаменатель 4v умноженное на u плюс v. Умножаем на дополнительные множители. Раскрываем скобки. Подобные слагаемые uv дают в сумме 2uv. Другие слагаемые взаимно уничтожаются. Получаем 2uv равно 6u. И происходит чудо, на которое мы так надеялись. u самоустраняется и получаем v равно 3. Таким образом, задача решена. Скорость течения Невы равна 3 км в час. Но у любопытных может возникнуть вопрос. А как это получилось, что u сократилось? Не связано ли это с подбором численных данных? Заметим, что даже не зная скорость пловца, можно найти общее время, используя уравнение фляги, которое я предусмотрительно оставил нестертым. Поставляя сюда известную нам скорость течения реки, получаем, что время равно получасу или 30 минутам. Столько же времени пловец потратил на свой путь. Выходит, что пловец потратил 15 минут от А в Б и столько же в обратном направлении от Б к С. Не является ли это случайным совпадением? Думаем. Итак, арифметический способ решения задачи. Представьте себе, что вы с другом стоите на палубе плывущего корабля. Ваш друг отходит в буфет и возвращается к вам с прохладительными, допустим, напитками. Вы за это время никуда не отлучались, поэтому с вашей точки зрения место, откуда ваш друг вышел, совпадает с местом, куда он вернулся. Поэтому расстояние, пройденное им до буфета, совпадает с расстоянием, пройденным в обратную сторону. С другой стороны, поскольку вы оба плывете на корабле, скорость вашего друга относительно вас не зависит от направления его движения. Таким образом, время, потраченное вашим другом в один конец, совпадает с временем, потраченным им на обратный путь. Несколько по-другому видит этот человек, наблюдающий за вами с берега. Он увидит, что пока ваш друг ходил туда и обратно, вы успели на корабле проплыть некоторое расстояние. Поэтому место, куда возвращается ваш друг, не совпадает с местом, откуда он вышел. Вследствие чего расстояние, пройденное им от буфета, больше расстояния, пройденного к буфету. С другой стороны, с точки зрения наблюдателя на берегу, скорость вашего друга тоже различается, потому что, идя к буфету, ваш друг идет против хода корабля, тогда как в обратный путь он идет по направлению движения корабля. И это объясняет,
почему в обратную сторону было покрыто большее расстояние. Как видим, обе системы отсчета являются непротиворечивыми, и обе имеют право на существование. Теория относительности, как известно, считает время четвертой координаты, зависящей от пространственных координат. Однако, поскольку это школьная задача, мы решаем ее в классической механике, где время не зависит от системы отсчета. И поскольку с вашей точки зрения время в каждом направлении одинаково, то также одинаково будет время с точки зрения стоящего на берегу. Но вернемся к нашей задаче. В первом способе мы ее рассматривали с точки зрения человека, стоящего на берегу. Теперь же рассмотрим ее с точки зрения фляги. Итак, представьте себя на месте фляги. Вы видите, что пловец сначала отплывает от вас, потом приплывает к вам. С вашей точки зрения, место, откуда пловец отплыл, совпадает с местом, куда он вернулся. Скорость пловца с точки зрения фляги не зависит от направления его движения, поскольку течение реки играет роль того самого корабля, несущего и пловца, и флягу. Таким образом, время, потраченное пловцом на путь от фляги, совпадает с временем, потраченным им в обратном направлении. Поскольку в 15 минут пловец плыл от фляги, столько же времени он будет плыть в обратную сторону, потратив на весь путь полчаса. За эти полчаса, как мы знаем, фляга проплыла расстояние между мостами, равное 1,5 километрам. Следовательно, за час она проплывет вдвое большее расстояние, равное 3 километрам. Какова скорость фляги? 3 км в час. Какова скорость течения реки? 3 км в час. И таким способом задача решается независимо от величин данных биоусловий. Вот теперь можно сказать все.